И вы определили, что ваш собеседник синий. So you're talking to the prospect. Вы с ним начинаете разговор. No, you're not. Нет, вы не начинаете с ним разговор. Вы слушаете, как он говорит. So the blue's talking. Так, синий говорит. The blue takes a breath. И вот в тот момент, когда он набирает воздух, Take a sip of your coffee. или там, чтобы сделать глоток кофе, Here's your chance. наступает ваш шанс. You want to invite him to the opportunity meeting. Вот в этот момент вы должны его пригласить на встречу по представлению возможностей. So what do we know about the blue? Что мы знаем по поводу синих? Путешествовать. They like to have fun. Им нравится веселье, They like adventure. им нравятся приключения, They like travel. нравится путешествие, Общение с людьми. They enjoy. им нравится удовольствие получать. Все люди их друзья. Everybody's a friend. Все люди друзья, наверное. They love meeting new people. Им нравится встречать новых людей. They like to talk. Им нравится говорить. So, Итак, based upon the secret language you've just given me, вот только основываясь на том секретном языке, который мне только что описали, here's my invitation to a blue. вот мое приглашение для синего. And is it okay if I exaggerate a little bit? И вообще ничего нельзя опять преувеличивать чуть-чуть. Just to make it easy to remember. Чтобы просто так легче было запомнить. By the way, who are all the blues here? Кстати, синие, кто здесь? It's still growing. Все увеличивается чисто. Больше и больше. Here's my invitation to a blue. Вот мое приглашение для синего. We have a meeting tomorrow night. Завтра вечером у нас будет встреча. You've got to come Ты должен прийти. because it's going to be so exciting. Потому что там будет так круто. It's going to be so much fun. Там будет так весело. You're going to meet lots of Ты встретишь там кучу new people. новых людей. You're going to have a chance to talk to them before the У meeting. тебя будет шанс поговорить с ними до встречи, You're going to have a chance to talk to them during the meeting. во время встречи. And you can talk to them for hours after the И, кстати, meeting. ты можешь часами с ними говорить после встречи. And we have lots of fun and travel. И у нас в компании очень много веселья, много путешествий. And you can win a trip to Turkey. Ты можешь выиграть поездку в Турцию. And leave the money just for talking to people. И у нас в компании дают деньги, раздают налево-направо только за то, что мы разговариваем с людьми. We have all these products and things that we want to know У about. нас есть такие продукты и вообще вещи, которые очень нравятся людям, которые люди хотят. So you get a chance to talk and talk and talk and talk and Ты talk. можешь говорить еще и об этом много. Говорить. So you just got to be there. Тебе просто надо прийти и все. How we doing, blues? Синие, как мы справляемся? Yeah. Thumbs up. Да. The blues are there. Пальцы вверх. Синие уже пришли. Because we're speaking their language. Потому что мы говорим на том языке. Now you give that exact same invitation to agree. Представьте, что точно такое же приглашение вы делаете зеленому. They're going to have a heart attack. Вы еще не закончите, у него уже сердечный приступ. So if you're a blue Если вы синий, and been inviting the greens и вы приглашали зеленых, by saying it's going to be so exciting, so much fun, говоря им, что там будет очень весело, you're scaring them. вы их пугаете. Well, how many people here think you can get the blues to come to a meeting? Кто из вас теперь считает, что синих теперь не проблема приглашать на встречу? You see, you already know their secret language. Видите, вы уже знаете их секретный язык. It is so easy to Он understand. такой простой, так просто их приглашать. So you're talking to a prospect, Итак, вы говорите с вашим собеседником, and the prospect says this. и ваш потенциальный клиент говорит, Bottom line, короче, why are you here? чего ты тут делаешь, что тебе надо? Just get to the point. Давай, переходим к делу. What color is that? Какой это цвет? So you determine it's a red prospect. Вы определили для себя, что перед вами красный.
You want to invite the red prospect to the opportunity meeting? Вы хотите пригласить вашего красного на встречу по предоставлению возможностей? And by the way, И, кстати, how many people here ever invited somebody to a meeting? кто из вас хоть раз в жизни кого-либо пригласил на встречу, And they didn't show up? и этот человек не пришел? Why do you think they didn't show up? Как вы думаете, почему они не пришли? Yeah, maybe we invited them in the wrong color Может language. быть, мы не на том свете их приглашали? Or maybe we might have been hit by a car too. Ну, конечно, есть еще шанс, что их сбила машина по дороге на автомобиле, но минимальный. But usually because we invited them in the wrong color language. Но, как правило, это происходило из-за того, что мы их приглашали не на том свете. So you're going to invite the red. Вы решили пригласить красного. What do we know about the red? Что же мы знаем о красных? Money, money, money. Деньги, 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 деньги. Power, like to be the boss. Власть, мы хотим быть боссами, да? And career, Карьера, respect, recognition. Oh, they like recognition. да, они любят признание, конечно. Like to be number one, competition. Хотят быть номер один, конкуренция. Alright, they like the competition, they like the challenge. Им нравится самолюбие, им нравится вызов, им нравится конкуренция. Okay, Хорошо. based upon the secret language you have given me, Вот только основываясь на том секретном языке, который вы мне только что описали. here's my invitation to a red. Вот как звучит мое приглашение для красного. And with the reds, I don't even have to exaggerate. А с красным мне даже преувеличивать не надо. Here's my invitation to a red. Вот мое приглашение для красного. We have an opportunity meeting tomorrow night. Завтра вечером у нас будет встреча по предоставлению возможностей. Be there. Просто будь там. We're talking money. Мы о деньгах будем говорить. What kind of money? Каких деньгах? Big money. Больших деньгах. Huge money. Огромных деньгах. Massive amounts of money. Просто массивных размеров денег. Not that little money from a job, Не те мелочь, которую на работе получаешь обычно. but the huge money from having your own А business. больших деньгах, которые получаешь от своего бизнеса. Here's your chance to fire the boss. Вот настал твой шанс уволить твое начальство. Be your own boss. Будь сам себе начальником. Build your own organization. Построй сам свою организацию. Tell them what to do. Будешь сам им говорить, что делать. And get the recognition you И finally deserve. наконец-то получишь вот это признание, которого ты давно заслуживаешь. And earn the big money И, конечно же, про большие деньги. so you can buy that red Ferrari you always wanted. Ты сможешь купить тот красный Феррари, о котором ты всегда мечтал. So you can drive back to where you used to work. Представь, как ты приедешь на бывшее место работы. Pull into the parking lot. Остановишься около офиса. Leave rubber marks as your tires all over the parking lot. Кстати, очень хорошо газануть при этом, чтобы на асфальте оставить следы от колес. Roll down the electric window И вот осторожненько, ты опускаешь электрическое стекло and wave goodbye, со loser. словами «Прощайте, дурачье». Now, where are all the reds? Красные, поднимите, пожалуйста, руки. Are you there? Вы там уже, да? I had you at big money, didn't I? Да, я уже вас пригласил, все ясно. The reds are so easy. Красное, на самом деле, это очень просто. Now you give that same invitation to a yellow, Вот попробуйте это же самое приглашение дать желтому. and they're going to say, "Oh, how gross." И он скажет: боже, как это все уродно, как некрасиво. But let me ask the reds. Но давайте спрошу красных. Are you there? Вы на встрече? Goes right to the heart, doesn't То it? есть, потому что я пробил вас прямо в сердце, правильно? When you talk to somebody's language, they get it. Когда вы говорите на языке того самого цвета, человек понимает. Now you don't have to be very good at the language. И опять же, вы не обязаны быть, очень хороши в этом языке.
You don't have to be professional with Вам this. не нужно быть профессионалом. You already know enough for the language. Дело в том, что вы уже достаточно много знаете. It doesn't have to be perfect. Ваш язык не обязан быть идеальным. You already know one language, your color Вы language. уже знаете один язык, ваш собственный язык, язык, присущий вашему цвету. Now, for the other three languages, you're just going to try your best. Что касается остальных 3 языков, просто попытайтесь говорить как можно лучше и все. I want you to imagine that I'm from Portugal. Давайте предположим, что я из Португалии. I speak perfect Portuguese Я великолепно владею португальским and broken Russian. и очень ломаным русским. How would you like me to communicate with you? Как бы вы хотели, чтобы я с вами разговаривал? And broken Russian. Конечно, на ломаном русском. It doesn't have to be perfect. Он не должен быть идеальным. Well, it's the same with your color. То же самое с вашими цветами. If you're yellow, Если вы желтый, of course you can speak yellow. конечно, вы можете говорить на желтом. It's your native language. Это ваш родной язык. But when you talk to blue, red, and green, Но когда вы говорите с синим, красным и зеленым, don't talk to them in yellow. не говорите с ними на желтом языке. Talk to them in blue, red, and green. Говорите на синем, красном и зеленом. Now, it won't be perfect, Он будет не идеальным, but you'll be speaking in broken blue, но вы broken будете red, говорить and на green. ломаном синем, ломаном красном и ломаном зеленом. And that's good enough. Это достаточно. They appreciate it, Люди будут вам за это признательны, and then they'll understand. и они будут вас понимать. So you're at a prospect's house. И вот вы находитесь в доме потенциального клиента. And you have determined the prospect is green. И вы поняли, что ваш потенциальный клиент зеленый. So, you want to invite the green to an opportunity meeting? Вы хотите пригласить зеленого на вашу встречу. What do we know about the green? Что же мы знаем о зеленых? Information, Информация, thinks a lot, думает, Мало действует. very systematic, очень системный, logical, логический, research, исследование, analysis, анализ, boring. скучный. Okay. Хорошо. Are they good around people? Как они вокруг людей себя чувствуют? Рядом с людьми. If they come to a meeting, where are they going to sit? Если они приходят на встречу, где они сядут? Дальше в углу. So you already know the language. Видите, вы уже знаете язык на самом деле. So based upon the language you told me, Просто основываясь на описании языка, который вы мне только что сделали. here's my invitation to a green. Вот как будет звучать мое приглашение для зеленого. We have a meeting tomorrow night. Завтра вечером у нас будет встреча. Please come. Пожалуйста, приходи. I need your opinion. Мне нужно твое мнение. We're going to sit way in the back of the room, Мы с тобой сядем в дальнем углу комнаты, where nobody will bother us. где к нам никто не подойдет. Nobody's going to ask us to join. Nobody's going to ask us to buy. Никто не будет к нам подходить с вопросом там, вступать или что-то покупать. And bring a big notebook, И я тебя прошу, возьми, пожалуйста, большую тетрадь. because there'll be lots of information. Потому что я бы хотел, чтобы ты как можно больше информации записал. We need to take lots of notes. Нам нужно очень много записей сделать. And at the end of the И presentation, в конце презентации hopefully we'll have enough information я надеюсь, что у нас будет достаточно информации, to begin our preliminary research. чтобы начать наше предварительное исследование. Who are all the greens? Все зеленые, кто здесь? Do we feel comfortable with that? Мы себя хорошо чувствуем с этим приглашением, да? Yeah, we'll be at the meeting. Конечно, мы придем на эту встречу. Now give that invitation to a blue. Попробуйте это приглашение дать синему. They left for a party a long time ago. Они уже, вы пока там не заканчиваете, он уже на вечеринке где-то тусуется. So if you're green, Если вы зеленый,
don't use that invitation on a blue. Не используйте это приглашение на синий, пожалуйста. How many people now think, hey, the secret language is pretty easy? Кто из вас теперь уверился в том, что а ведь секретный язык простой? So like I said earlier, the secret language is not the skill. Как я уже говорил ранее, секретный язык это не навык. The skill is learning to figure out what color the process. Навык заключается в том, чтобы разобраться, какого цвета ваш потенциальный клиент. And the easiest way to learn that skill И самое простое, как это можно выучить, is to actually do it. это сделать это. So I'm going to give you another chance to figure out a prospect's color. Я вам сейчас дам еще один шанс разобраться, какого цвета ваш собеседник. But this time В этот раз we're going to figure it out with somebody who is a stranger. мы это попытаемся сделать с кем-то, кто для нас пока является незнакомцем. Not somebody sitting next to us. Не кем-то, кто сидит рядом с нами. So in a few minutes I'm going to ask you all to do this. Поэтому через пару минут я вас попрошу сделать следующее. You've been sitting for a while, Вы уже сидели достаточно долго. and you probably like to get up and stretch your legs. Я уверен, что вы бы хотели сейчас подняться и немножечко размять ноги. So I'm going to ask you to find a stranger, Поэтому я вас попрошу, чтобы вы нашли незнакомца, somebody you absolutely don't know. кого-то, кого вы совсем не знаете. And you'll have a little 3-minute conversation И with у them вас будет 3-минутный разговор с этим человеком. to see if you can figure out what color they are. Просто для того, чтобы разобраться, какого они все-таки цвета. Now, because it's a stranger, Так как это незнакомец, would you like some help? хотите подсказок? Let me give you a couple of questions Давайте я вам дам парочку вопросов, that you can ask которые вы могли бы задать, that might give you a hint what color they are. которые могли бы вам дать подсказку, какого цвета ваш собеседник. What are some questions you think you can ask? Как вы думаете, какой вопрос вы можете задать? Where are you from? Откуда ты приехал? What's that profession? What do you do for a living? Какая профессия? Чем вы занимаетесь? Oh, what do you like to do in your free Что time? нравится делать в ваше свободное время? Would you like to talk about it? Хотите об этом поговорить? That's so easy. Это легко. Let me give you 3 quick questions. Давайте я вам дам свои 3 простых вопроса. You don't have to use these И questions, вы не обязаны их использовать. but somewhere in the conversation you could. Но где-то в процессе разговора вы могли бы их вставить. The first question I'd like to ask, Первый вопрос, который мне нравится задавать. what kind of job do you have? Какая у вас работа? Чем вы занимаетесь? What do you do for a living? То есть, чем вы зарабатываете себе на жизнь? Now, somebody says, I'm a nuclear physicist, Ну, к примеру, кто-то говорит, я физик-ядерщик. working on the tensile strength of girders on bridges. Я работаю над системами упругости мостов. What color might that be? Из какого цвета этот человек может быть? It's probably green. Скорее всего, он зеленый. If it's blue, you're in trouble. Потому что если это синий, то вы попали. People make fun of greens, То есть, смотрите, люди смеются над зелеными. but the next time you cross a В bridge, следующий раз, когда вы будете проезжать через мост, you better hope it's not built by a blue. ну, очень надо надеяться, что его не строил синий. Can you see a blue building a bridge? Вы можете себе представить синего, который строит мост, да? It's not level over there. Что-то уровень не совпадает. Put another beer can under А it. может поставь просто банку из-под пива и все? Now, somebody could be in a profession that's different than their personal color. Опять же, кто-то может заниматься профессией, которая отличается от его доминантного цвета. So it's not guaranteed. Поэтому этот вопрос не дает нам стопроцентной гарантии. But it's a good place to start the Но это conversation. неплохой вопрос, с чего можно было бы начать разговор. You can ask a few more questions. Вы можете задать еще несколько вопросов. Second question I'd like to ask Второй вопрос, который я люблю задавать, is what do you like to do in your free time? это что вы любите делать в свободное время? You see, free time is optional. Дело в том, что свободное время это то, где у нас появляется выбор.
People can choose what they want to do in their free time. Люди получают выбор, они могут выбирать, чем заниматься в свое свободное время. So that's probably more accurate. Поэтому, наверное, ответ будет более точно представлять, какого цвета перед нами собеседник. So I say, what do you like to do in your free time? Когда я говорю, чем вы любите заниматься в свое свободное время, And they say, I like to knit woolen ashtrays for homeless people. и вы получаете ответ, что мне очень нравится вышивать из шерсти пепельницы для бездомных. What color would that be? Это какого это цвета, скорее всего? Or I say, blue's heartless, and it's okay. Вы синий не слышали, все равно нормально. Желтый. If you say, what do you like to do in your free time? Если вы говорите, чем нравится заниматься в свое свободное время, And they say this, и вам отвечают, I don't need any stinking free time, I'm too busy working on my career. мне вообще свободного времени не нужно. Я занимаюсь своей карьерой. That's it. Here's the third question I'd like to ask. Третий вопрос, который мне нравится задавать. What do you like about it? А что вам в этом больше всего нравится? Get them to talk about it. Что мы даем возможность поговорить об этом. So what do you like about your hobby, or what do you like about your Что job? вам нравится в вашей работе или что вам нравится в вашем свободном времени, провождении? Let me show you how that works. Давайте я вам покажу, как это работает. I'm talking to a prospect. Я говорю с потенциальным клиентом, I said, what do you do for a living? задаю ему вопрос, а чем вы занимаетесь? And I'm a kindergarten school teacher. О, я учитель в детском саду. I teach 5-year-old children. Я обучаю пятилеток. So what am I thinking? Я что думаю? Could be yellow. Верно, желтый. And I say, and what do you like about your job? А я потом говорю, а что вам нравится именно вот в вашей работе? I say, well, 5-year-old children are really small. Вам отвечают, ну пятилетние дети, они же очень маленькие. And you can boss them around. И вы можете все время ими их отдергивать, You руководить. can tell what to do. Можете говорить, что You делать. can rule with an iron Вы fist. можете железным кулаком You're a управлять dictator for life. и быть диктатором всю свою жизнь. So what color are they? Какого цвета перед вами собеседник? So those are 3 questions that you can ask Вот это 3 вопроса, которые вы можете задать, to help you determine somebody's color. которые могут помочь вам выявить цвет вашего собеседника. Now, in about 1 minute, I'm going to ask you to do this. Еще через минуту я вас попрошу сделать, I'm going to ask you to stand up, чтобы вы встали, look around, find somebody you don't посмотрели know, вокруг и нашли кого-то, кого вы еще не знаете. pick a partner, Выбрать себе цель. but I want you to notice this. Но я хочу, чтобы вы обратили внимание на вот что. Here's what's going to happen. Вот что будет происходить. The first persons to stand up and pick a partner are going to be the Reds. Скорее всего, первые, кто поднимутся и выберут себе партнера, они будут красными. They're going to grab a partner Они схватят своего партнера, by doing this. делая это примерно так. You're my victim. Ты моя жертва. The second people to get up will be the Blues. Вторые люди, которые поднимутся, обратите внимание, And they'll just start talking. это будут синие, потому что они уже сразу говорят. They don't even care if they have a partner. Даже не важно, там есть партнер, нет партнера, никакой мелочи. And then the Greens Потом зеленые will try to sit back down. постараются как можно ниже вжаться в кресло, Fold their arms. скрестив руки на груди. I don't want to participate. Хочу я в этом I участвовать. just came to take notes. Я здесь только записи вести. Now, if you see a green sit down, Если вы видите, как зеленый вжимается в кресло, I give you my permission я вам даю официальное разрешение to give them a big его hug. обнять от всей души. That should keep them standing for a couple of weeks. Ну, несколько недель он будет стоять после этого. And the last people to pick a partner is going to be the... Последние из людей, которые выберут себе партнера, это будут... Yeah, they're going to say, oh, looks like you're lonely, you need a partner. Так выглядит, похоже, что ты одинок. У тебя нет Let me help you Давай я out. тебе помогу. Okay, number 1. Хорошо, первое. How many people here had a little bit of fun? Кому из вас понравилось молодое добрание? Вам было весело? Was that enjoyable? Вообще, вы получили удовольствие? Очень большой. It was probably a great conversation Скорее всего, у вас был великолепный разговор. with no rejection.
собеседники, мы не получили отказа. Unless we're talking to a red. Но дальше, если вы не разговаривали с красным. The red probably said this. Потому что красный, наверное, сказал следующее. You're with a stupid company, join mine. Ты в дурацкой компании ввяз вообще, ввязался, да, вступай ко мне. Just kidding. Шучу. But how many people really enjoyed the conversation? Но кто из вас на самом деле получил удовольствие от разговора? People ask me all the time, Люди меня все время спрашивают, how do I talk to people как я разговариваю с людьми? with no rejection? Вот как я умею разговаривать с людьми и получать от них отказ? This is happening. Вот ответ, вот именно так, как вы это только что сделали. Don't talk to them with any agenda. Не говорите с ними с какой-то целью. Just talk to them to kind of figure out what color they are. Просто говорите, пытаясь выяснить, какого они цвета, и все. And your conversations will go beautiful. И ваши разговоры, они будут проходить блестяще. So, Теперь. how many people think maybe the secret language is pretty easy? Кто из вас сейчас подошел к мысли, что может быть секретный язык это что-то достаточно простое? Would you like to learn the secret language on how to get people to join? Вы хотите узнать секретный язык, который можно использовать, чтобы люди вступали? Would you like to learn the secret language on how to motivate them? Выучить язык, как их мотивировать. Because our job is to move people. Наша работа двигать людей. Now we're going to take a break here for lunch. Сейчас мы возьмем перерыв на обед. And during lunch, И во время обеда just notice the different colors people are. просто обратите внимание на другие цвета, которые вас окружают. You'll see the yellows do this. Вы увидите, как желтые делают следующее. Oh, it's okay if you go in front of me in line. Ничего, проходить вперед меня в очередь. Will you be able to notice the blues? Вы сможете узнать синих? What will they be doing? Что они будут делать? In 1 hour, И 1 час. who's going to be back here in their seats looking at their watches? Кто через час будет сидеть уже здесь на своих местах, поглядывая на часы? The greens, yeah. Зеленые, конечно. Everything's a schedule with them. Потому что все с ними идет по плану. They get always upset and worried if things aren't on time. Они всегда расстраиваются, если вещи не происходят вовремя. So how many people here are looking forward to learning more about the secret languages? Кто из вас ожидает еще чего-нибудь новенького узнать о секретных языках сегодня? Because if you get this right, Потому что если вы все сделаете правильно, если до вас все дойдет, you're going to build a huge business. поверьте, вы построите гигантский бизнес. And all those other things will start working. И вот все остальные вещи вдруг начнут работать. Alright, we finished with learning how to find somebody's color. Итак, мы закончили, остановились на навыке определения We learned a little bit of the secret language. цвета собеседника, мы узнали о секретном языке. And we learned how to invite people in their own secret language. И мы узнали, как приглашать людей на их собственном секретном языке. But sometimes people can't come to the opportunity meeting. Но иногда так происходит, что люди не в состоянии или не могут прийти на встречу. And you have to explain to them И вам приходится объяснять им, your opportunity right there. что ваша возможность, вот она, прямо перед глазами. So how would you like to be able to explain them the opportunity? Мне вот интересно, как бы вам понравилось, если бы вы научились объяснять им вашу возможность In just 4 or 5 sentences, 4-5 предложениями, where they'd be ready to join но таким образом, чтобы они были готовы вступить, before they even heard the name of your company. даже так и не услышав название вашей компании. Now, wouldn't that be great? Вам бы это понравилось? So we learn how to do it? Вы хотите узнать, как это делать? Now, first of all, are you polite people? Но вначале я хочу узнать, вы вообще вежливые люди? Now, polite people only talk about things the other person is interested in. Но что такое вежливый человек? Вежливый человек это тот, который говорит со своими собеседниками только о тех вещах, которые интересны собеседнику. Impolite people do this. Невежливые люди делают следующее. They talk about things the other person are not interested in. Они говорят о вещах, которые не интересны их собеседнику. So we're only going to be polite people. То есть мы определили, что мы все вежливые люди. Мы будем оставаться ими. So you're at a prospect's house. И вот вы находитесь на встрече у вашего потенциального клиента, у него дома.
The prospect says, I can't come to the meeting. И ваш потенциальный клиент говорит, я не могу прийти на эту встречу. Tomorrow night Завтра вечером is the night me and my friends как раз вот будет вечер, один из тех вечеров, когда я встречаюсь со своими друзьями. we find lost baby kittens and give them manicure. Мы занимаемся чем? Мы находим бездомных котят и делаем им маникюр. What color are they? Какого цвета ваш собеседник? So, we're going to have to give a presentation right now to the other. Ну все понятно. Нам нужно сделать презентацию, провести презентацию.